Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Александр, я айтишник, живу, работаю в Стокгольме. Это моя супруга Мария. Мы только что прошлись по Версальскому дворцу, посмотрели все его красоты. Сейчас с вами будем обязательно делиться. До того, как мы добирались до Версаля, как я сказал, мы ехали на поезде. Поезд системы или фирмы, я не знаю, как это правильно, РЭР. Значит, купить на него билет можно только находясь на станции, онлайн это сделать нельзя на текущий момент. Значит, мы пришли на станцию, откуда прямой поезд до Версаля, двухэтажные такие вагоны прикольные. Там мы купили билет бумажный, там нужно его найти в терминале в разделе «Туристические места» и выбрать Версаль. И он вам насчитает примерно 2 евро с человека. Но это в зависимости от того, на какой станции вы садитесь. Мы садились на станции ближе к западу от центра Парижа, поэтому у нас было где-то 2 евро с человека в одну сторону. Вот. Эти бумажные билетики обязательно сохраните, потому что на выходе их нужно тоже прокатывать через турникет, чтобы вас выпустили Версальский край. Вот. Ты сразу в Версале, Маш, смотри. Берегитесь ножки. Estoy entrando por donde se entran los jardines. Довольные пирожки.
На территории сада Версаля или парка Версаля огромное количество, естественно, зелени, куча разных закуточков с различными постаментами, статуями, фонтанчиками. Можно просто тихонечко посидеть, послушать птиц. Очень классная атмосфера. В некоторых местах через колонки, которые спрятаны в зелени, играет классическая музыка. И в целом все очень живописно, и глаз просто радуется. Да, вот они так-то действующие. Примерно спустя 1,5 часа после наших похождений по парку Версаля мы вернулись к главному входу во дворец, потому что подходило уже наше время. После прохождения такого формального досмотра с наших рюкзаков нас попросили их держать спереди от себя, чтобы не задевать никакие экспонаты, и мы пошли дальше, чтобы забрать наши аудиогиды, которые мы заранее забронировали на сайте. Но я бы не сказал, что аудиогид очень классный и удобный, потому что его каждый раз нужно держать около уха. У него нет возможности, насколько я помню, подключить наушники. Так что я бы советовал, наверное, его не покупать, а использовать бесплатный аудиогид, который доступен то ли на их веб-сайте, то ли через веб-приложение. И вы можете просто воткнуть наушники и ходить по комнатам, также набирая номера этих комнат. Вот такой совет. Лично нам было достаточно трудно понять, как именно и с какого входа лучше начать просмотр экспозиции. Поначалу мы немного путались и встречались со встречными потоками туристических групп. Наверное, имеет смысл взять экскурсию в Версаль и походить с экскурсоводом, но в таком случае вы будете, как всегда, привязаны к группе, и вам нужно будет двигаться очень-очень быстро. А поверьте, наблюдая за группами внутри дворца, они прям почти бегом пробегают все комнаты, некоторые даже не успевают сделать фотографию. Ну, в общем, такое себе. Но зато вас проведут за ручку и, может быть, расскажут чего-то более интересного, чем просто в аудиогиде есть. В принципе, с первых же минут, после того, как ты оказываешься внутри дворца, сразу же ты просто удивляешься, насколько большая работа была проделана по декорированию, по количеству картин, которые находятся на стенах, по росписи потолков и прочих вещах. Это, конечно, удивительно. И только и остается повторять, что, наверное, когда Людовик инвестировал в Версаль, он не щадил ни денег, ни золота, ни всех богатств, которые были. Действительно, очень великое сооружение с обалденным обустройством внутри.
Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение, как вам такое убранство дворца, насколько оно оправдано, стоило ли столько инвестировать в такого рода сооружения. Может быть, это все тлен и абсолютно ненужные решения. В общем, в любом случае будет интересно почитать. Также можете написать про ваши впечатления о Петергофе и насколько коррелирует то, что вы видите в этом видео, с тем, что вы видели до этого в Петергофе. Тоже интересно будет услышать ваше мнение. Конечно, пойдем. Очень красиво, конечно. Также на территории дворца имеется собственная опера. Ее Людовик сделал в супер-люкс стиле. Но, собственно, оно и видно, как и по всему дворцу. Нужно больше золота, говорил Людовик, видимо, своим архитекторам. Мы были в Королевской опере в Стокгольме. Можете посмотреть видео, сейчас оно всплывет у вас в подсказках. Ну и то, что мы видели издалека в Версале. Ну, в Версале, конечно, покруче. Опера тут действующая, так что можете прикупить билетик и как-то приехать, послушать, посмотреть, как оно там ощущается. На самом деле, лично мне было бы очень интересно сходить, почувствовать разницу, так сказать, между скромной стокгольмской оперой и такой размашистой, роскошной оперой в Версале. Ну а сейчас в ближайшую минуту-две вас ждет прекрасный видеоряд по комнатам Версальского дворца, который мы запечатлели. Куча картин, интересных мебельных решений и прочего. В общем, оставлю вас на некоторое время, наслаждайтесь.
Зеркальная галерея, конечно, прекрасна. Она является самым известным интерьером Большого Версальского дворца. И она входит в топ-3 самых масштабных и впечатляющих интерьеров парадной резиденции короля Людовика XIV. Зеркальная галерея в художественном отношении представляет собой один из самых ярких примеров большого стиля Людовика XIV, соединение элементов классицизма и барокко. Однако, если в наружном оформлении дворца преобладают классицистские черты, то в оформлении интерьера доминирует стиль барокко: овальные медальоны и картуши, пышные лепные гирлянды, сдвоенные пилястры. Позолоченные бронзовые капители вмонтированы маски Аполлона Гелиоса с расходящимися солнечными лучами, эмблема короля солнца. И вот что действительно уникально, так это солнечный свет и огромные окна. Свет проникает из 17 высоких арочных окон и отражается в расположенных на противоположной стене таких же арочных зеркалах, набранных из отдельных секций. Это просто очень классный вид, и в светлую погоду, как нам повезло, солнечный день, это смотрится просто фантастически красиво. После прохождения зеркальной галереи мы пробежали еще несколько комнат с обалденными интерьерами, все в разных цветах, то в красном, то в зеленом. Повидали некоторые спальни и интересные элементы этих спален Людовика и прочих императорских и королевских личностей. Вдохновились другими вещами, и на выходе нас ждал такой интересненький и очень дорогой, конечно же, бутик, в котором можно было купить всякие сувенирчики. А сейчас я скажу просто, что стоит принять во внимание, когда вы сюда соберетесь. Прежде всего, нужно принять во внимание, что нужно будет очень много ходить. Если вы были когда-нибудь в Петергофе и шатались там по бесконечным зеленым аллеям с кафе, фонтанами и прочим, то это примерно вот то же самое. И по размерам, я бы сказал, больше. Здесь есть, конечно, опция перемещения на вот этих машинках электрических.
паровозиках, но это все стоит копеечку, поэтому вот так. Значит, мы взяли билет типа паспорт, билет, это типа билет все включено на целый день, входи, выходи сколько хочешь, дворец и придворцовая территория, все вот это. Ну, не знаю, как бы, если вы хотите только посмотреть дворец и сады вас мало интересуют, то, наверное, стоит взять только дворец, а если захочется пойти в сад, можно будет на месте докупить. Вот. Также у нас в наш паспортный билет входит еще поход в отдаленное там место в конце сада. Сейчас вот мы в него пойдем, посмотрим, что там. По дворцу, что сказать хотелось бы. Мы были в Екатерининском дворце в Питере. Ну, я бы сказал, оно похоже, но здесь оно более такое лепястое, больше золота, больше шика, отражающие победоносные хождения Людовиков по земле. Вот. Поэтому во дворце готовьтесь много смотреть, крутить головой, очень много красивой росписи на потолках и тому подобные вещи. Рекомендую приезжать с утра, на самое первое время. Самое незанятое время, которое рекомендуется на сайте самого Версаля, это со среды по пятницу. Вот сегодня пятница, мы приехали. В целом народа много, много школьников, групп, китайских туристов, как всегда. Ну, в общем, нормально в целом, не совсем толкучка. Так, еще что хотелось бы сказать, берите с собой удобную обувь, потому что мы вот взяли как бы кроссовки, в которых мы приехали, но ноги устали. Вот сейчас сидим, обдуваемся ветерочком, отдыхаем, потому что ходили очень и очень и очень много. В плане кафе здесь есть где покушать, но опять же надо учитывать, что цены, как всегда в туристических местах, высокие. Мы с собой купили в пекарне около гостиницы, или даже не около гостиницы, а около метро, где мы садились до Версаля, точнее у поезда, где мы садились до Версаля. Мы купили пару багетов с лососем, потом купили еще другой багет, там, в общем, перекусываем булочками, но они достаточно вкусные. Можно, кстати, взять в местных супермаркетах салаты. Там есть салат-бары, где ты наполняешь, и по весу тебе пробивают итоговую стоимость этого салата. Стоит это в районе там 9-10 евро за большой-большой салат. И вот проще всего привезти его с собой и посидеть, покушать, наблюдая вот такую вот красоту. Еще возьмите на заметку вот такой лайфхак. Значит, так как мы купили билеты категории вот этот вот паспорт, типа мультипасс, везде на целый день, то у нас вход во дворец был забронирован по времени там, на час дня. Он каждые полчаса, в зависимости от заполненности. Таким образом они регулируют, чтобы во дворце количество одновременно посетителей не превышало там N, не знаю сколько. Вот, и с утра мы приехали раньше, так как погода хорошая, и нам сказали, идите пока в сад, погуляйте. Мы пошли в сад, прошли через вход слева от дворца. После посещения дворца мы попытались войти в сад снова через тот самый вход, но нам сказали, нет, ребят, так не работает, у нас тут какие-то странные правила, поэтому идите вы к драконовским воротам, тут Dragon Gate, который находится с правой стороны дворца, то есть нужно выйти из дворца, обойти, значит, с правой стороны, пройти еще определенное количество, тут, наверное, километр, может, чуть поменьше расстояния, и войти, значит, уже с другой стороны второй раз. На мой вопрос, почему такая действует система, и почему в одном и том же месте нельзя по вот этому безграничному, по сути, билету зайти в этот сад, мне сказать внятно не смогли, сказали, что ну вот такие правила, так и живем. Поэтому имейте это в виду. Ну, а это мы с вами уже находимся на территории Большого и Малого Трианона. Это два дворца, которые также были построены во времена Людовика возле основного Большого Версальского дворца. Но в сами дворцы мы уже не ходили по понятным причинам. Это уже был практически вечер, и мы были очень измождены предыдущими похождениями. Все-таки за один день это все обойти достаточно трудно. Поэтому, учитывая, что погода была прекрасная, мы больше упор сделали на исследование парка Трианона и, собственно, не прогадали. Очень прекрасные сохранившиеся исторические домики, интересная архитектура, прудики, беседки.
гуси, утки. В общем, все очень здорово и живописно. Деревня. Это ферма называется. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся с вами в следующих. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, добра и мира. Пока-пока.